Знаете, что я сейчас в перчатках? Вот здесь лежит мини-ПК. Его касаться без перчаток не хочется. Боишься замораться. Объясню. Многие мои подписчики, они как бы имеют определенное чувство юмора. Мне пишет один подписчик. Говорит, Бабл, там появились мини-ПК на Core i9-900U, 990U. Говорит, новые вообще только-только вышли. 16 гигов DDR4, от 500 до 2 терабайт память. Имеется в виду SSD-шник. Говорит, вообще мультимониторинг беспроблемно. Классный мини-ПК и цена всего лишь там 253 бакса. Говорит, купи, будешь удивлен. Я понял, что он это писал с сарказмом, уже после того, как я купил. И сегодняшнее видео у нас именно про то, как не попасться на вот такой вот разводняк, как в принципе люди попадаются на этом ПК. Я вам объясню, я его покупал на бонусные деньги, как инфлюенсер на AliExpress, мне было интересно, и я вам показываю честно, что это за мини-ПК и как это не AliExpress, это отдельные сторонние продавцы, не AliExpress, которые зашли на AliExpress, очень хитро с помощью некоторых уловок подсовывают фейковые мини-ПК, в которых, например, вместо процессора Intel Core i9-9900U будет стоять Intel Core i3-6100U, 2 ядра, 4 потока. Вместо DDR4 DDR3 память, притом которую нельзя расширить больше 16 гигабайтов, то еще и одноканальная. Вместо Wi-Fi 6 будет Wi-Fi 5. И сегодня мы с вами посмотрим, вот, как это все выглядит. Мало того, вы когда включаете ПК и включаете свойства компьютера, там будет Core i9-990K. При этом это настолько на поверхности сделали, на такого дурака рассчитано. Но тут даже не в том вопрос. Тут даже не скрывают, что здесь Intel Core i3. Они рассчитывают на другой момент. Они рассчитывают сыграть на рефанде. А вот как это все происходит, мы сегодня разберем в этом обзоре на канале Технозон. Подписываемся, нажимаем колокольчик. И про честные мини-ПК я вам расскажу чуть дальше. Ссылки на честные классные мини-ПК лежат в описании под видео, как и ссылка на этот мини-ПК, для того, чтобы вы знали, где не стоит покупать. Это сторонний продавец, не алиэкспрессный, но на Алиэкспресс он зашел. Мы подали официальный комплейн, мы подали официальную жалобу на Алиэкспресс и с ним уже разбираются, конечно же. Поэтому на канале Технозон Intel Core i9-9900U, ну либо двухъядерный какой-то, короче, либо непонятно. Я не знаю, как это называть. Это фейковый мини-ПК. Поехали. Если войдем о системе, мы увидим Intel Core i9-9900. И если именно отсюда вы войдете, именно из этого пункта меню, либо нажмете именно на мой компьютер. То есть тут у нас идет, смотрите, то есть вы получили компьютер, вы включаете, смотрите свойства компьютера и видите Intel Core i9-9900, 2,3 ГГц, 16 гигабайт доступной. И самое интересное, что они не предлагают варианты больше 16 гигабайт, потому что дальше смотрим. Дальше мы идем с вами, мы думаем, тут нормальный Core i9-9900, да, все хорошо. Начинаем с ним работать. Конечно же, у нас начинается жесткое торможение этого всего дела. Мы идем в управление, пытаемся разобраться. Мы идем как минимум, мы видим уже, как это все открывается, пока пускай диспетчер устроится. Мы идем Ctrl-Alt-Delete. Открываем диспетчер задач. Все это открывается крайне тяжело, вот очень тяжело. Открываем быстродействие, давай. И открываем центральный процессор. А тут мы уже видим, что у нас 2 ядра, а логических процессоров 4. И ты такой, стоп, хотя здесь написано Intel Core i9-9900. Ты такой, стоп, не понял. Открываем AliExpress. И видим Core i9-9900. Ты такой, не понял, хорошо. Опускаешься до картиночек, тебе конкретно пишут Intel Core i9-9900, 14 нанометров, 8 ядер, 16 потоков, 3.1 в базе, 5 ГГц. Но там почему-то показывает 2,3
Мы включаем обратно наш компьютер, но видим здесь 2.3, как у Core i3. Начинаем копать дальше. Хорошо. И при этом смотрите, какая загрузка проца на текущий момент. 100%. Он тупо не вывозит в Windows 11. Знаете почему? Потому что это 2 ядра, 4 потока. Открываем диспетчер устройств. Это все в режиме реального времени. Это диспетчер устройств, я просто тупо жду, сижу, когда он откроет. Он диспетчер устройств, вот так вот открываем. Открываем процессоры и видим, что это Core i3 6100U. А написано, что это Core i9 9900. Это просто жесть. Это фейк, это конкретный фейк. Для того, чтобы убедиться, достаточно поставить CPU-Z приложение. Мы видим Core i3 6100, 14 нанометров, 15-ваттный, кэш третьего уровня 3 мегабайта, 2 ядра 4 потока, это просто жесть. По графике здесь стоит Intel HD Graphics 520, который вообще ничего не может. Если мы делаем бенчмарк, то он в одноядерном тесте проигрывает самому нижнему процессору на 2 ядра 2 потока. Да, в многоядерности он из-за 4 потоков выигрывает там на 30 баллов, но это 4 ядра против 2, 4 потока против 2 потоков. То есть этот процессор нельзя сравнить даже, знаете с чем? С Intel N100 и N150. Не верите? Смотрите. Смотрите, мы включаем Intel N100 против Intel Core i3 6100. И Intel N150 на 63% быстрее. Мало того, даже у нас N100, если мы сейчас вобьем, давайте, N100, то есть мой обыкновенный N100 Intel, он будет на 46% быстрее. То есть вот этот вот i3 6100U это самое дно, которое сейчас можно было бы купить. А теперь смотрите, как же люди попадаются. Они заходят и смотрят, смотрите, Core i3 6100U, который $215, возьмите за 215 баксов, я куплю золотой мини-ПК. Золотой. Я ссылки на проверенные мини-ПК, которые я обозревал, на все, которые обозревал, я не буду сейчас показывать, их огромное количество. Мы закинем в описании под видео. Мы закинем также ссылку на этот мини-ПК, чтобы вы не попадались на эту подделку. Теперь смотрите дальше. И люди смотрят $215. И вот такие Core i9 9900 225. Они думают, да ну стоп, а разница-то всего-то там в $20. И ты за $20 получаешь Core i9 9900, и они даже не удосуживаются. И тут написано и Photoshop, и After Effects, и Premiere, и прям игры. То есть если там почитать, они прям как игровой, они мультимониторинг показывают, 2 HDMI 1.4, Type-C 1 полнофункциональный, до 5 ГГц. То есть это полный звездеж чистой воды. Смотрите, все на USB 3, прям перформанс сумасшедший, тут какие-то приводят 16 гигабайт DDR4, там, да ладно, и ты такой думаешь, ну все, я судьбу за пазуху словил. Знаете, сколько стоит Core i9 9900 на текущий момент? И почему здесь только 16-гиговые пакеты продаются с терабайтами, с 2 терабайтами? Да потому что вот это все фигня на самом деле. Он не может втянуть больше, чем 16 гигабайт. Мало того, если мы пойдем обратно на комп и посмотрим конкретно на память, да, то есть на память, то у нас тут еще и она в одноканале. И мало того, еще и DDR3. Не DDR4, а DDR3. Полный обман. Обман. Этот мини-ПК стоит максимум $50-60. А теперь дальше. Люди на что ведутся? Ну, какая схема развода? Гениальнейшая. Потому что вы сразу же подаете на рефанд. Смотрите, я сразу же описываю ситуацию, скидываю видео одно, то есть здесь видео одно, скидываю фотографии, доказательства с моими аккаунтами. Мало того, я им расписываю, ребят, я инфлюенсер, я состою в инфлюенсерской программе AliExpress, все по-честному. Я купил это все на AliExpress, но по сути этот, как быть? Чтобы вы понимали, то есть я прошу полный рефанд $234, за который я заплатил, все, вот, пожалуйста. Нажимаем контакт селлер. И что мы имеем? Я ему скидываю это все в личку. Он мне пишет,
Ой, ну извините, возможно, мы просто не то, и, короче, мы отправили на завод, это две модели очень популярные, с разницей в цене $30. И вот здесь вот начинается вот этот развод. Если фабрика отправила не тот продукт, то есть не они отправляли, фабрика, мы вам рефандим $50. Окей? Нет. Окей? Нет. Потому что он стоит максимум сам по себе $50. И работать он не будет. 2 ядра, 4 потока. В 2026 году Core i3 6100U это самое дно, которое хуже, чем Intel N95, Intel N100, Intel N150. Это самое сейчас, я считаю, самый базовый минимум для работы, именно для работы. Не то, что поиграть там, не то, что там Adobe Premiere, там просто печатать тексты. Это просто тупо печатная машинка, и то, с которой она не справится. Потому что у нее 100% загрузка всегда, этот процессор не рассчитан, как они туда вообще впилили эту 11-ю винду, хрен его знает. Ну, понятное дело, что с обходами ТПМов, да. Смотрите, то есть просто-напросто это обман. На рефанды он ждет 2 дня, 17-7 часов, ну вообще там 3 дня. Он ждет теперь, что ответить. Он думает, он мне закинул типа $50, верну, окей, не окей. Не окей. Не окей. Но я не хочу, чтобы люди на это велись. Я не хочу, чтобы люди попадались. Они каждый раз идут в одно и то же, вляпываются в эту фигню. И потом мне пишут, вот я купил мини-ПК, или там некоторые пишут, а вот я выпускаю, давайте вот уже по-хорошему тогда. Давайте зайдем. Кстати, знаете, в чем разница i9-9900 и Core i3 6100? В 519%. А вам пытаются компенсировать сколько? Правильно, 12,5. Вот так вот. То есть 25%. Нет, 25, да, я от сотки почему-то посчитал. 25% вам пытаются компенсировать при потере производительности в 519%. На секундочку. Теперь дальше. Давайте мы откроем AliExpress просто и посмотрим мини-ПК, да, там какие-нибудь. Я вам скажу, классные мини-ПК это белинки. Белинки шикарные. Хотите что-то подешевле? SR5. GTR 9 это подороже, но там, извините меня, там и цены там $3000. Там, да, там очень-очень дорого. Хотите дешевые мини-ПКшки? Да, пожалуйста, есть они. Я делал EQR 5. Есть SR5. И они никто не стоит, ни один из них не стоит. Там такие. Хотите за 200 с чем-то долларов, то это N100. Минисы, вот, Минис N095, тот же самый Belink S19 Pro. И там уже, да, там вот 8 на 256, оно стоит все под $300, твою мать. Потом, что еще? Минис Forum, хороший производитель. Минис, не та клавиатура, Минис Forum. Минис Forum, честные мини-ПК, полно их. Отличных мини-ПК, да, в разных ценовых категориях я вам накидаю. И бюджетников, и чего угодно. То есть сейчас мы не будем обсуждать все остальные. GMTech, шикарные мини-ПК. Шикарные мини-ПК делают хорошие GMTech. Ну, сейчас здесь мы их, наверное, не увидим. Они просто делают... есть GMTech мини-ПК. Шикарные мини-ПК. И я делал огромное количество обзоров. Что ж вы, бьетесь-то головой в закрытые стены? Кстати, вот этот вот, я уже говорил вам, да, этот мини-ПК мне прям посоветовал подписчик, говорит, классный мини-ПК, купи, удивишься. Купил, удивился. Спасибо, удивился. В общем-то, ребят, это утиль. Это утиль однозначно, мы ждем рефанд и все, и в конечном итоге это утиль. Поэтому советую вам обращать внимание, дешевая рыбка, хреновая уха. Устал повторять, ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.